В большом доме на окраине Сиэтла уже много дней стояла гнетущая тишина. Особняк, принадлежавший миллиардеру Джонатану Риджу, казался пустым, несмотря на роскошную мебель и идеальный порядок. Причиной была 8-летняя Эмма, его дочь, которая перестала есть и почти перестала реагировать на мир вокруг. После гибели матери девочка замкнулась, и последние 2 недели ее состояние ухудшилось настолько, что врачи лишь разводили руками. Джонатан привык управлять корпорациями, но оказался бессилен перед страданиями собственного ребенка. Ему казалось, что он дает Эмме все лучшее, но девочка становилась все тише, все бледнее. Когда специалисты один за другим подтвердили, что ее отказ от еды связан с тяжелой эмоциональной травмой, в дом привели новую няню, Грейс Миллер, тихую молодую женщину с мягкой манерой поведения. Первые минуты рядом с Эммой Грейс провела в молчании, сидя на расстоянии и не пытаясь добиться реакции. Она позволила девочке почувствовать, что рядом есть человек, который не требует ничего взамен. Постепенно Эмма начала замечать ее, сначала скользящим взглядом, затем коротким словом, сказанным почти шепотом. Этот маленький шаг стал переломным. На следующее утро Грейс приготовила простой куриный суп, пахнущий домом и спокойствием. Эмма долго смотрела на тарелку, будто боялась прикоснуться к чему-то, что могло растревожить ее память. Но первая ложка все же была съедена, и это стало началом ее возвращения к жизни. Каждый день Грейс проводила с девочкой столько, сколько требовалось. Она рисовала, слушала, была рядом, когда Эмму накрывали волны грусти и страха. Однажды девочка призналась, что боится снова быть счастливой, потому что это будто предательство по отношению к маме. Грейс мягко поддержала ее, помогая понять, что память не исчезает от смеха. Постепенно дом перестал быть мрачным. Эмма снова начала есть, говорить и смеяться. Джонатан часто останавливался у двери ее комнаты, слушал ее тихие разговоры и благодарил судьбу за то, что Грейс появилась в их жизни. Девочка оживала, а вместе с ней оживал и он сам. Через несколько недель Эмма впервые попросила добавки к ужину, и в доме словно наступил маленький праздник. Она бегала по саду, играла с собакой, а Грейс наблюдала за ней с тихой радостью. Джонатан понимал, эта женщина вошла в их дом как няня, но стала тем человеком, который помог вернуть надежду. И в тот вечер, когда дом наполнился легким смехом, стало ясно, впереди у них снова есть будущее. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.